Салют, на канале Майк Плей Шоу, с вами Майк Орион, и в этом видеоролике мы разберем сюжет игровые механики Diablo 4. Приятного просмотра! Прежде чем переходить к разбору самого сюжета, необходимо вспомнить и разобрать лор игры. Это поможет лучше понять сюжет и мотивы главных героев. Вся история сюжета игры начинается с того, что была вечная борьба демонов с ангелами, которая длилась очень долго. Одни из представителей ангелов, Иллирий, понял бессмысленность этой войны. Он стал склонять на свою сторону других ангелов и даже демона Лилит. Вместе с ней и приспешниками они решили создать мир, который не видят демоны и ангелы. У них это получилось, и действие всех частей как раз происходит в этом мире. Но нашего ангела свергли с небес из-за этого, и он мучился и хотел вернуться на небеса. Лилит и теперь архангел Инарий создали семью, и у них появился сын Ратман, который стал первым некромантом и помог сформировать магию некромантии. Лилит начала буйствовать и убила огромное количество людей. Инарий не мог простить ей этого, и он не стал ее убивать, вместо этого он заточил ее в бездонных землях. В период этих событий был основан орден, служителями которых стали называть Харадримами. Они служили свету. Один из этих служителей пошел по пути тьмы. Его звали Элиас. Под видом энтузиаста он проникает в древний храм и выпускает с помощью кровавого обряда Лилит. Этим и начинается пролог данной игры. Я не стал делать аспекты на всех событиях прошлых частей серии, так как это было заняло огромное количество времени. Теперь к самому сюжету. Мы играем за героиню или героя, выбор зависит от вас, который попадает в зимнюю бурю. Мы укрываемся в пещере и засыпаем, но у нас будет кошмар, в котором нам снится волк. Мы идем в деревню, там мы узнаем, что в местных лесах и руинах бушуют монстры, и мы идем на выручку и убиваем всех этих тварей. В деревне мы празднуем и выпиваем. Напиток оказывается отравлен, и мы теряем сознание. Нас хотят принести в жертву алтарю богини Лилит, но нас спасает монах Иосиф. Для того, чтобы разгадать, что вызвало безумие жителей, мы отправляемся в часовню. В ней мы обнаруживаем кровавые следы, которые показывают нам воспоминания, связанные с Лилит. Она заставила обезумить местных жителей, и они убили своего священника. Мы можем видеть воспоминания, связанные с Лилит, так как в нашем теле попала кровь Лилит. Рассказав Иосифу о том, что Лилит вернулась, он отправляет нас к местному отшельнику, а Иосиф отправляется предупредить орден. Мы попадаем в хижину, жителя зовут Лорен. Лорен рассказывает нам, что жители деревни дали нам кровь Лилит, поэтому мы и получили способность видеть воспоминания, связанные с Лилит. Затем мы вместе с Лореном отправляемся к Кеовашат. Лорен говорит нам поговорить с торговцем. Он рассказывает нам, что было предсказание, что демоны вернутся в наш мир вместе с Лилит. Затем мы отправляемся в Елесну. В этом населенном пункте мы узнаем, что нам может помочь Вига. После отправляемся в лагерь горняков, там мы встречаемся с рыцарем Вига. Нас встречает еще Нирелла, которая видела Лилит. Оказывается, Вига пропустил Лилит в шахту. Нирелла рассказывает по пути, что ее мать ушла с Лилит. Мы обнаруживаем, что мама Ниреллы провела ритуал, который позволил Лилит пересечь водные просторы. Мать Нирелла оказывается одержима, и мы убиваем ее. Для того, чтобы пересечь водные просторы, мы должны получить благословение у сил света. Поэтому мы идем на поиски артефакта, который поможет нам покаять. Это происходит в виде того, что мы несем тяжелую статую из одного места в другое. После обряда мы получаем благословение и переходим через мост, который появился над водными просторами. Параллельно нам снится сон, в котором волк рассказывает нам план, как победить Лилит. Это оказывается отец Лилит, демон Мефисто. Мы отправляемся в храм, где всем управляет Ратман, сын Инария и Лилит. Первым пришел в этот храм Инарий. Он убивает своего сына, так как он хочет таким образом искупить предательство и вернуться на небеса и забрать ключ от Нижнего мира. Инарий убивает сына, но ключ не забирает. Затем к трупу Ратмана пришла Лилит. Она забирает ключ от преисподней, а нам остается идти лишь по пятам, отставая на несколько часов. Мы выбираемся из храма, параллельно нам помогает кающийся рыцарь. Эти доспехи, в которых герой испытывает боль, в них оказывается Вига. Он искупает грехи и умирает. Затем мы с Ниреллой отправляемся на поиски великого Харадрима, который должен помочь нам. Его зовут Донат, и его сына зовут Йорин. И вместе с Йорином мы идем на поиски местной ведьмы Яридой. От нее мы узнаем, что она помогла Лилит узнать, как снять обереги тюрьмы Астрада. Ее мотивом служили то, что она опасалась, что люди не готовы сражаться с силами преисподней, и Лилит — это их подготовка к предстоящей войне. Мы обнаружим Нефейна, это один из Харадримов, который заточил Лилит в дереве. Мы помогаем ему убить демона и избавить Нефейна от мучений, убивая его. Затем мы возвращаемся в крепость к Харадриму Донату, но крепость атакована. Мы уничтожаем всех демонов и находим Доната. Вместе с ним мы идем на поиски его сына Йорина. По воспоминаниям мы узнаем, что Лилит схватила Йорина и проткнула его камнем, в котором был заключен демон Астарот. Мы убиваем демона, а сын Доната убит, но освобожден от духа Астарота. Но камень, в котором был запечатан Астарот, поврежден. Мы отправляемся к Лорену. Он рассказывает, что у него был ученик, его звали Элиас. Как раз он и стоит за возвращением Лилит. Мы отправляемся вместе с Лореном во дворец тиранов, где живет Элис. Там мы его не обнаруживаем.
но узнаем, что он хочет с помощью Лилит спасти мир людей и победить демонов преисподней. Также мы узнаем, что он хочет провести ритуал по возвращению демона Андраэля. Нам опять снится сон с Мефисто в виде волка, и он нам предлагает помощь, чтобы остановить Лилит, так как Лилит хочет освободить его, а когда он будет слаб, убить его и забрать всю силу. Тогда уже она сможет покорить преисподнюю, и ее тогда уже ничто не остановит. С Уорреном мы предотвращаем обряд по возвращению демона Андраэля, но Элиас сбегает. Мы убиваем монстров, мы отправляемся в святой храм Келджистана, но буря перекрывает нам путь. Мы находим путника, который поможет нам преодолеть бурю. Мы отправляемся на поиски Элиаса, но понимаем, что он бессмертен, и забираем незримое око. Это артефакт, с помощью которого можно найти кого угодно. Нашего провожатого убивают, и мы возвращаемся назад в убежище. Там мы используем око и узнаем, где Лилит, но она также понимает, где мы находимся. Элиас находит нас и заканчивает ритуал по призыву Андраэля. Но мы побеждаем демона, мы намерены восстановить камень и заключить с помощью него Мефисто. Также мы намерены убить Элиаса. Для того, чтобы узнать секрет бессмертия, мы отправляемся к шепчущему древу в болотах. Оно рассказывает, что оно тоже не знает его секрет, но Элиас должен им голову, так как он получил знание от дерева, как вызвать Лилит, и он должен им за это голову. Дерево говорит, что нужно идти к гробу, который возле обломка. Мы попадаем в этот гроб. Он относит нас в храм, где спрятана часть пальца Элиаса. Мы забираем ее и таким образом лишаем его сил. Мы убиваем Элиаса, а голову забирает ворона. Теперь его голова будет висеть вечно на дереве. Инарий забирает у нас камень души, и мы вместе с армией идем в преисподнюю. Инарий протыкает Лилит оружием, но она не погибает. Она со спины убивает Инария или же заключает его в темницу. Одно из двух. Донат погибает во время битвы, мы получаем камень души обратно, и нам опять открывается портал в Мефисто. Он дает нам выбор: объединиться и освободить его, либо же затащить его в камни. Мы выбираем второе. Нирелла забирает камень вместе с Мефисто, а мы деремся с Лилит в одиночестве. Мы побеждаем ее и убиваем. Нирелла уходит вместе с камнем в далекие земли, чтобы никто не смог освободить силы зла. А мы также продолжаем выполнять миссии и защищать местных жителей. Игра богата огромным лором, отсутствием багов, игра хорошо оптимизирована, интересный сюжет. Игру я рекомендую. Надеюсь, этот видеоролик был полезен вам. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Всем успехов и пока.